Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале Вязание. Сегодня в этом видео я предлагаю вам посмотреть экспресс-мастер-класс по вязанию вот такой вот миленькой лягушечки. Это еще одна игрушка из серии «Много игрушек по одной схеме». Кто давно на моем канале, те уже видели и тигренка, и единорожку, и всех остальных. Я, кстати, сделала отдельный плейлист. Оставлю вам вот здесь вот подсказку. И также оставлю ссылку на плейлист в описании, где вы сможете пройти и посмотреть, какие игрушечки можно связать с вот таким вот телом. Тело цельновязанное, ручки ввязываются, голова вывязывается, закрытие вот здесь на макушке. Но не беспокойтесь, кто переживает, что не может делать аккуратно закрытие. У меня также есть видео, как это аккуратно сделать, чтобы было у вас как будто бы здесь начало. Вот. Игрушка простенькая, вяжется быстренько. Вот такая вот. Данная игрушечка получается 14 сантиметров. Я вяжу довольно-таки плотно, смешанным способом, полукрестиками, крючком номер 2 кловер. Кто-то говорит, что он маломерит, но если вы будете вязать крючком побольше, либо, может быть, у вас другая плотность, у вас игрушечка получится немножко побольше. Но ориентируйтесь, то, что она будет не меньше 14 сантиметров. Вот, с ладошку. Глазки здесь 8 миллиметров. Итак, для вязания данной лягушечки нам потребуется всего 3 цвета. Это вот такая вот пряжа у меня Yarnart Jeans, всеми известная, в составе 55% хлопка и 45% полиакрила. Основной цвет у меня 69, но вы можете использовать любой другой зеленый оттенок, который вам нравится. Для вот этого вот животика я использовала вот такой вот светло-желтый цвет. Это 67 оттеночек. И на щечке совсем немножко использовала цвет 20. Старая еще у меня этикеточка такая потрепанная. Вот. Но также можно использовать цвет 36. Они очень похожи с 20. И совсем немножко нам нужно белого цвета, буквально кусочек 30 сантиметров, для белков глаз. И тоненькая хлопковая ниточка наподобие ирис или коко, чтобы вышить ротик. В общем, как-то так. Если не делать дополнительные детальки, как я сделала, допустим, вот здесь вот щечки и животик, то игрушечка будет с минимум пришиваний. Вам нужно будет пришить только 2 глазика. Но мне показалось, что игрушечка какая-то, ну, слишком зеленая, да, ничего у нее такого примечательного не было. Поэтому я ей добавила вот такие вот щечки и животик. Итак, я оставляю вам вот здесь вот ссылочку, также ссылочку в описании на то, как связать вот это тело. Только вы не вставляйте глазки. Там в мастер-классе я вяжу тело для всех игрушек, у которых вставляются вот здесь вот глазки. Вы ничего не вставляете, просто вяжете полностью, делаете закрытие и далее вяжете 2 вот таких вот глазика по вот этой вот схеме. Далее между 6 и 7 рядочком вы вставляете глазик 8 миллиметров. Животик я вязала, набирала в колечко 6 столбиков. Далее в следующий ряд 6 прибавок. И следующий 3-й ряд 1 столбик прибавка. И в круге у нас получилось 18 столбиков.
Но на всякий случай вот вам схема, можете как бы ориентироваться на нее. И просто приложив посерединке, я пришила животик. Как пришивать животик, я вам оставлю здесь ссылочку на мастер-класс по тигрику, и там есть тайм-код. Посмотрите, как я его пришиваю. Ну, в принципе, каждый может пришивать по своему способу, да, как он все это делает. Вот. Ну, это кто захочет, тот пройдет, посмотрит. Щечки пришивала таким же образом. Щечки у меня здесь связаны. Я в кольцевом амигуруми набирала 10 столбиков без накида. Вот, и пришивала. Глазки я пришивала точно так же, как, допустим, пришиваю мордочку любой другой зверюшки. Я в других мастер-классах показывала. Но это не так уж и важно. Каждый пришивает по-своему. У каждого свой способ пришивания, так сказать. Вот. В общем, я наживила глазки в том месте, в каком они мне понравились. Итак, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5. Глазки у меня пришиты между 5 и 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. То есть у меня глазки между 5 и 12 рядом пришиты. Вот, вот так. И здесь также я от закрытия отсчитывала 1, 2, 3, 4, 5. Прикладывала глазик, чтобы он ровненько смотрел на меня. И здесь у меня в 12 ряду заканчивается. То есть вот так вот ровненько. Ну, вы смотрите, может вам захочется подвинуть повыше глазки, либо, может быть, чуть-чуть ниже на рядочек сделать. Это уже будет на ваше усмотрение. Также я вот здесь вот оформила глазки белочком. Вы можете сделать, допустим, реснички, пришить бантик, и будет у вас девочка-лягушка с ресничками. Ну, а у меня такой мальчик с щечками получился. Так, больше никаких деталек нету. В принципе, игрушка простая. Сейчас еще покажу, как я вышиваю ротик. Смотрите. Наверное, посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Смотрите, я поставила посерединке между 18 и 19 рядом иголочку. Ну, вот так вот посмотрела, чтобы было ровненько посерединке, и поставила. Далее я поднимаюсь на 1 столбик вверх и отсчитываю 4 столбика в сторону. Ставлю следующую иголочку. Также здесь на 1 столбик вверх и на 4 в сторону. Вот. Надеюсь, видно. Вот таким образом я наметила, где у нас будет ротик. Далее беру, завожу иголочку, вывожу ее справа, в первой точке, так сказать. Оставляю здесь кончик, чтобы можно было завязать. Далее завожу иголочку в левую точку и вывожу снизу. Смотрите, вот так вот получается у нас ротик. И видите, такая серьезная лягушка у нас получилась, недовольная. Мы берем, подхватываем вот так вот эту ниточку и заводим обратно в эту дырочку иголочку, в общем. И выводим там, где мы ее заводили. Вот так. И вот так у нас получается небольшая улыбочка. Все, завязываем здесь узелочки, и наш ротик готов.
Также при желании вы можете вот здесь вот вышить ноздри. Но, наверное, я не буду делать у этой лягушки. Не знаю, как это будет смотреться. Ну, как бы, по идее, можно вот так 2 ноздри здесь вышить. Но я решила этого не делать. Все, наша лягушка готова. Покажу поближе, где я пришивала щечки. То есть, получается, отступила 2 столбика от ротика и пришила их симметрично. Здесь 2 столбика, здесь 2 столбика. Ну, в общем, как-то так. Можно, например, щечки не пришивать, а просто их вышить, такие небольшие полосочки. Ротик можно на бочок сделать. Ну, в общем, на ваше усмотрение. В принципе, здесь главное тело, которое вы свяжете. Еще раз повторюсь, будет ссылка в описании. Ну и глазки. Я вам схемку дала. Все остальное, как бы, оформление, это уже на ваш вкус. На этом все. Буду ждать ваши готовые работы, ваших лягушечек у себя в Инстаграм. Оставляю вам вот здесь вот аккаунт. И также будет ссылочки на мои соцсети в описании. Все, спасибо вам огромное за просмотр. Спасибо, что вяжете вместе со мною. И всем пока!